Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости. Сегодня мы с вами будем разбираться, что произошло с недвижимостью провинции Фомагуста, или точнее той части провинции Фомагуста, которая относится к южной части острова Кипр. Поговорим традиционно о недвижимости с помощью цифр, будем исследовать период. У нас будут как колебательные процессы 1 месяц, то есть будем июль с июлем смотреть, что произошло с недвижимостью, жилой, конечно же. И в конце посмотрим на тенденции. Глубина исследования будет 12 месяцев, и мы, так сказать, с цифрами подведем итоги того, что произошло на рынке жилой недвижимости провинции Фомагуста. Сделаем прогнозы, наверное, это будут среднесрочные прогнозы, что будет происходить с недвижимостью провинции Фомагуста до конца 2026 года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Как я люблю говорить, через призму времени и цифр, совместно с вами попробуем разобраться в процессах, которые я наблюдал благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Lim Consulting. Итак, друзья, традиционно административно-территориальное деление острова. Без этого нельзя, друзья, никак. Остров делится на две части. Северная часть это проживают турки-киприоты. Южная часть проживают греки-киприоты. Всего 6 провинций. Сегодня мы говорим о провинции Фомагуста. На карте вы видите, это Северный Кипр, но вот здесь вот эта часть, небольшая часть, принадлежит или подконтрольна Южному Кипру. Там, где проживают, напомню, греки-киприоты. Вот эта линия демаркации, по-моему, или как она называется, ну, напишите, то есть разделение две части. Именно об этом маленьком кусочке мы и будем сегодня говорить. Острова, естественно, острова провинции Фомагуста. Следующий слайд посвящен уже, друзья, недвижимости. Опять же, перед вами карта Google отрисовывает локацию именно провинции Фомагуста на южной части острова вот таким вот пятном желтоватым, да. А внизу мы видим, друзья, табличку с административно-территориальным делением уже на отдельные локации, картографы называют это еще ценовые зоны, где мы видим населенные пункты, которые входят в состав провинции Фомагуста. Перечитывать их все не будем, смысла нет, можете сами посмотреть. Мы говорим сейчас о новой недвижимости, это класс А, Б, и о старой недвижимости, класс С, Д, Е, Ф. Так как небольшая территория, рынок не насыщен предложениями, поэтому я объединил выборку как новое, так и старое жилье. Ну, давайте единственное, что пройдемся по цифрам, по населенным пунктам, которые русскоязычное, так сказать, население острова, которое меня смотрит, точно знают, и также люди, которые живут не на Кипре. Во-первых, мы будем говорить о колебательных процессах длиной в 1 месяц. Период сравнения у нас июль 2026 год, сравниваем с июнем 2025 года. Ну и самая дорогая недвижимость это, конечно же, Айанапа. Но это туристические такие, можно сказать, центры, да, города, куда приезжают отдыхать люди с бывшего постсоветского пространства, то есть с республик, развалившегося Советского Союза. Итак, город Айанапа, стоимость квадратного метра 3694 евро. Я отметил красным, чтобы вы могли увидеть. И, конечно же, любимое место отдыха город Протарас, муниципалитет Протарас. Здесь мы видим 5318 евро стоимость квадратного метра. То есть это самых две дорогие локации. Ну, можете почитать, что насколько сильно отличается, в общем-то, по стоимости в зависимости от географического, так сказать, расположения того или иного населенного пункта. Итак, друзья, подводя итоги, что произошло в целой провинции, вот здесь внизу мы видим красным шрифтом средняя
арифметическое число. Это 2733 евро. Это среднее арифметическое число, средняя стоимость квадратного метра по целой провинции. По локациям можете отдельно прочитать. Что за месяц, друзья, показало снижение всего лишь на 0,09%. Ну, в разных локациях по-разному, но в целом по провинции снижение минус 0,09%. Индекс отрицательный 0,999. Давайте посмотрим следующий слайд. Он наиболее такой интересный, так как анализирует, как правило, не месяц к месяцу, а сравнивают, что произошло месяца текущего года с месяцем уже прошедшего года. То есть длина исследования 12 месяцев. И здесь, друзья, мы видим интересную очень картину. И давайте попробуем вместе с вами разобраться, что же в целом произошло в провинции Фамагуста. Ну, во-первых, остается положительная динамика роста, незначительная, но 0,88%. Давайте начнем с графика рисунка длиной в 12 месяцев. Мы видим, что в июле месяце 2025 года средняя стоимость квадратного метра в провинции, это в целом по провинции Фамагуста, составляла 2709 евро. И видим, что до конца 2025 года, до 12 месяца наблюдался рост. И кто смотрит меня давно, я об этом говорил, что стоимость квадратного метра растет. Вроде как дальше мы будем говорить, это было нормальное, адекватное поведение рынка. Но что-то произошло с января 2026 года, да, видим. Видим, как уже практически линия тренда, это получается у нас, смотрите, раз в месяц, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 месяцев мы видим снижение стоимости квадратного метра. То есть практически можно говорить, что это уже тенденции. То есть и до конца года стоимость будет, скорее всего, снижаться. Почему? Потому что больше 6 месяцев, если мы видим рост или снижение, то это смело можно называть тенденции, которые будут продолжаться до конца года. Теперь давайте посмотрим внизу на Excel-евскую табличку, где вы можете по каждому населенному пункту посмотреть, что произошло в течение одного года. И что, друзья, обращаю опять ваше внимание, внизу вот это подытоживающие данные. Видим, что в июле месяце 2026 года в целом по провинции 2733 евро стоимость квадратного метра. Напомню, в выборку попали и новое, и старое жилье. А уже в 2025 году, в июле месяце, это было 2709 евро за квадратный метр, что показало за год незначительную динамику роста, плюс 0,88%, индекс положительный, единичка 0,09. Но еще раз, друзья, внимание, скорее всего, вот этой тенденции длиной уже в 7 месяцев, которые очевидно вырисовываются на данном графике рисунке, будут длиться до конца года. Итак, друзья, подводя итоги, в общем-то, мы давайте еще обратимся к данным, которые характеризуют состояние рынка аренды. Это тоже очень важно, потому что кроме продаж присутствует еще аренда. Давайте рассмотрим подробно, что же произошло с арендой. Естественно, будем сравнивать июль 2026 года с июлем 2025 года. Итак, каждый может посмотреть, сюда входят квартиры с одной спальней, с двумя, с тремя и больше. В многоквартирных домах. Друзья, здесь нет вилл, здесь нет домовладений частных, здесь многоквартирные дома. То есть мы видим вот здесь подытоживающие данные: 820 евро стоимость за месяц аренды. И в июле 2025 года было это 770 евро стоимость за месяц аренды. Напомню, сюда входят в целом одно, двух, трех и больше спальные апартаменты. В целом по году мы видим, что динамика роста составила по аренде 6,49%. Индекс положительный, единичка 0,65. Давайте очень кратко расскажу, что такое индекс. Индекс, друзья, это макроэкономический показатель, который характеризует, как изменяется, ну, в данном случае,
аренда в течение времени, да, стоимость аренды. Считается он очень просто. Делим 820 на 770 и получаем рост в годовом измерении 6,49%, или же вот этот положительный индекс единичка 0,65. Друзья, ну о чем это говорит? Помним, да, по предложениям, еще раз напомню вам, я работаю, и компания Alim Consulting исключительно с предложениями. Источником являются крупные интернет-порталы, сайты, такие как в том числе и Базараки. Так вот, то есть у меня огромная выборка генеральная, там несколько тысяч. Кстати, я ее буду публиковать, сколько объектов попало в выборку. Никак руки не дойдут, но это я сделаю обязательно, чтобы вы просто понимали, насколько большая и репрезентативная генеральная выборка, которая участвует в исследовании. Итак, мы видим, что по предложениям рынок снижается, медленно, уверенно уже 7-й месяц, хотя динамика по году еще остается положительная, там возьмем 1%, хотя там 0,88%, ну пускай 1%. А вот аренда, друзья, показывает, ну, как по мне, мы говорим сейчас о аренде долгосрочной. В общем-то, запредельные уже показатели. Ну, больше в разные времена было по-разному. Я с 2019 года исследую рынок недвижимости Кипра. То есть и было и 10% годовых. Но это в отдельных локациях, а так, что по провинции 6,49%. Я так думаю, что аренда достигла своего пика, и мы увидим в третьем квартале 2026 года, это сентябрь, он уже не за горами, как стоимость аренды также будет снижаться вслед за стоимостью аренды, вернее, вслед за стоимостью недвижимости в провинции Фамагуста. Ну а теперь давайте, мы же говорили с вами о прогнозах. Я использую в прогнозах, друзья, многофакторный анализ, это научный метод. То есть я смотрю уже, что происходит с макроэкономическими показателями, которые характеризуют развитие экономики острова Кипр. Использую для этого официальные статистические данные как Евростата, так и службы статистики острова Кипр. И вот давайте для примера вам покажу буквально свежие данные, они в мае месяце опубликованы. Это внутренний валовый продукт, то есть основной индикатор, который характеризует развитие экономики в целом на острове. Итак, здесь сравнение поквартальные мы видим, да. Ну, что бросается в глаза? Я желтым отметил, друзья. Здесь мы видим, что основные драйверы экономики, если это можно так назвать, да, основные сегменты экономики, это у нас, значит, ритейл, получается, продажа, и ремонт автомобилей. Также попали здесь коммуникации, интернет и финансовые и страховые услуги. То есть здесь вы не увидите, друзья, строительной отрасли от слова совсем. То есть, да, а вот эти 4, так сказать, сегмента экономики показывают и являются основными, так сказать, как я повторюсь, драйверами экономики острова Кипра. Теперь переходим к графику рисунка и видим, что первый квартал 2026 года показал рост ВВП 3%. Видим? При этом сравниваем с первым кварталом 2025 года, здесь ВВП был 3,6%. То есть экономика острова медленно и уверенно, за исключением четвертого квартала, показывает динамику снижения. Если линию аппроксимации провести так, да, вот реперные точки есть, то есть это говорит о охлаждении экономики, и по сегментам мы посмотрели, кто, в общем-то, является основным, так сказать, драйвером экономических процессов. То есть все-таки это наводит на мысль о том, что экономика очень тесно связана с рынком недвижимости. И, конечно же, рынок недвижимости через лаг какого-то времени будет также показывать, друзья, что охлаждение, то есть снижение стоимости мы уже видим, это провинция Фамагуста, а аренда еще растет, но там уже запредельно как бы высокая, получается, еще раз покажу вам, это 6,49%, вот здесь это показатель по аренде в годовом.
Следующий слайд, также поговорим о макроэкономических показателях, чтобы у вас полная картинка была. Очень важно понимать и знать, что происходит с инфляцией. Вот здесь служба статистики острова Кипр дает нам такой график, рисунок. Апрель сравниваем с апрелем месяцем, да, естественно, 2026 год, здесь даже с 2024 годом. И видим, что инфляция достигла 2,8%. Давайте очень кратко для тех, кто подзабыл, расскажу, что такое инфляция. Ну, инфляция – это, в общем-то, существует такой мировой закон стоимости, который гласит о следующем. Экономика работает сбалансирована в том случае, когда выпущенные товары и услуги равны выпущенным деньгам. Деньги – это и фиатные деньги, это агрегат М1, М0 и так далее, то есть и в том числе обязательства государства. Так вот, когда сбалансировано вот это производство товаров и услуг и количество денег, тогда экономика работает нормально. Как только становится больше денег, включен, так сказать, станок печатный, то что происходит? Совершенно верно. Деньги обесцениваются, и на эти деньги можно купить все меньше, меньше товаров и услуг. То есть инфляция 2,8% говорит о том, что растет стоимость жизни в данном случае на острове Кипр. То есть денежная масса больше, чем товаров и услуг выпущено. То есть это очень важно. Теперь давайте я покажу вам плюс 2,8. Значит, рынок недвижимости должен себя вести правильно и, так сказать, логично, наверное, тогда, когда обращаем внимание вниз на табличку. За год в провинции Фомагуста он вырос всего лишь на 1%. Давайте так, чтобы не 0,88%, на 1%. При этом, друзья, что мы помним? Что в годовом измерении, сравнивая апрель 2026 года, в апреле 2026 года, точнее, мы видим, что инфляция достигла 2,8%. То есть рынок ведет себя неадекватно, то есть помимо того, то есть рынок должен вырасти на как минимум 3%. Почему? Потому что обесцениваются деньги, и на них, помните, все можно меньше купить товаров и услуг. Недвижимость является таким же товаром. То есть как минимум на 3% рынок должен был показать рост, а он показал всего лишь на 1%. Вот это очень тревожный сигнал, говорит о том, что рынок, скорее всего, перенасыщен предложениями, и мы видим, так сказать, вот эту незначительную динамику роста 1%, по идее это должно быть 3%. Следующий показатель, который характеризует развитие также экономики, друзья, это давайте посмотрим процентные ставки, которые я взял Банк Кипра, Центральный банк Кипра. Видим, что значит, 2 целых – это учетная ставка, 2,15%. Ну, что такое учетная ставка? Напомню вам, кто подзабыл, Центральный банк Кипра устанавливает стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг. То есть вот под такую процентную ставку, это индикатор тоже, который, еще раз повторюсь, характеризует стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг. То есть кредиты финансовые учреждения получают под такую процентную ставку, это учетная ставка еще называется, и уже потом кредитуют розницу и юрлиц под более высокую ставку. Ну, там больше 6 я не видел. То есть мы говорим сейчас о стоимости денег. И вот, друзья, также очень важный депозит. Депозит 2%. И я это все подвожу к чему? К тому, что аренда на сегодняшний день, еще раз переходим к слайду, показала нам динамику роста 6,49%. Вот видите, да? Вернемся здесь. Депозит 2%. Ну, давайте так, к примеру, очень просто. У вас есть всего лишь 10 тысяч евро. Не цепляйтесь словам, я просто, чтобы не утруждать, многие люди не любят цифры, но это простой пример для, так сказать, пятиклассника.
10 тысяч евро. Если вы эти 10 тысяч евро положите в любое финансовое учреждение на острове Кипр, в банк, то вы получите пассивный доход 2% годовых. То есть вы получите сколько? 200 евро в конце года. То есть это, ну, вполне себе нормальная, так сказать, ставка, да. Если же вы приобретаете квартиру, предположим, за там 100 тысяч, ну, за 100, наверное, вряд ли купите, но за 200 тысяч квартиру, то, сдавая ее в аренду, вы будете получать, повторяюсь и показываю, будете получать пассивный доход 6,49%. Конечно, здесь надо вычесть налоги, амортизацию, но это все равно будет порядка, наверное, 5%. Это очень много, друзья, очень много с точки зрения как бы логики поведения рынка. Поэтому я предполагаю, что аренда все-таки будет снижаться. Итак, друзья, мы прошлись очень подробно, поговорили о внутреннем валовом продукте, поговорили о инфляции, поговорили об учетной ставке и также разобрали, что произошло с арендой. Она растет 6% с половиной и будет снижаться, скорее всего. И поговорили, что происходит с квартирами, выставленными для продажи. Динамика там пока положительная, но к концу года будет стоимость снижаться. Итак, друзья, давайте все вроде, да, закрою показ слайдов. Ну что, практически даже проговорили уже о среднесрочной перспективе, о прогнозах, да, предположили, смоделировали ситуацию, что до конца года, скорее всего, мы увидим, в общем-то, друзья, незначительное снижение стоимости квадратного метра в провинции Фомагуста. Я не думаю, что это будет глобально, но где-то вот, может быть, 0,5% мы увидим в годовом измерении снижения. Но это ненормально с точки зрения логики поведения процесса. То есть мы говорили, если инфляция 2,8, то рынок должен расти на 3%. Ну, продукты же растут в магазинах, когда вы приходите, бензин растет, все это растет, а недвижимость почему-то снижается. Значит, делаем выводы, что, скорее всего, кстати, я подготовлю материал, скорее всего, перестарались компании-застройщики, то есть больше было сдано в эксплуатацию жилья, больше, которое вышло на рынок, вторичный, и, в общем-то, появился некий дисбаланс. Только этим можно объяснить ситуацию, почему снижается стоимость квадратного метра. Ну да ладно, время, друзья, пройдет быстро. До конца года запишу видео и посмотрим, насколько мои прогнозы по провинции Фомагуста оправдаются. Друзья, пришло время прощаться. Лайки, дизлайки ставьте данному видео. Не забудьте подписаться и должны помнить всегда, что я ваш скромный слуга. Готовлю для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, которые, в общем-то, помогут вам не заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости. Или, по крайней мере, эти обзоры станут путеводной картой, компасом. Также в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Лайки, дизлайки, подписка и до встречи в следующих моих видеороликах.